Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, и давненько я не делал для вас обзоров на отели в Бангкоке. Пора исправить это недоразумение. Сегодня я отправляюсь в отель под названием Амара. Давно хотел здесь побывать. Давайте посмотрим, оправдает ли отель мои ожидания. Но сначала подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали. Поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые ролики, потому что каждую неделю, несмотря ни на что, мы с вами отправляемся в новое захватывающее путешествие по Таиланду. Ну а сегодняшнее начинается прямо сейчас. Находится Амар Бангкок в районе Силом, в 2 шагах от посольства России, станции метро, обзорной площадки Маханакон Skywalk и многих других интересных локаций. Зона лобби здесь несколько отличается от прочих отелей 4 и 5 звезд. Здесь не предусмотрена комфортной зоны ожидания с диванами. Вместо этого слева от стойки ресепшена находится кафе The Barista. И сейчас оно не подает признаков жизни, но если верить меню на сайте отеля, когда-то здесь подавали кофе и чай. Прямо на входе COVID Checkpoint – обязательный атрибут любого публичного места. С правой стороны от ресепшена находится The Bar. Здесь в мирное время предлагали выпить. Сейчас же от гордого The Bar осталось на месте лишь скромное мини-бар. В ассортименте бутилированный алкоголь, газированные напитки, из закусок чипсы, M&M's и лапша быстрого приготовления. Куда уж без нее. Как по мне, так объединить все эти инстанции и сделать одну уютную, стильную сидячую зону. Хотя, возможно, я чего-то не понимаю. Good morning. Check-in cup. Заселение прошло супер быстро, персонал исключительно приветливый, позитивный и внимательный. Может, здесь всегда так? Гостей сразу отправляют по номерам, и поэтому никакие диваны не нужны? Мне досталась комната на 11 этаже, и надо сказать, что локация для таблички с номером комнаты выбрана весьма неочевидная. Я забронировал себе номер в категории Club Room напрямую на сайте отеля. Дело в том, что при бронировании напрямую у них сейчас доступно пакетное предложение. По нему вы за 2700 бат получаете номер аж на 36 часов вместо 22 положенных. Заселение при этом проходит в 8 утра, а выселение в 8 вечера. Завтрак включен в стоимость этого пакета. Интерьер номера выглядит очень стандартно. Не думаю, что вы узнаете его по фото в ряду прочих. Все при этом на местах. Есть огромная мягкая кровать, очень удобно продублированные выключатели возле нее, то есть вам не придется бегать по комнате, чтобы выключить свет. Есть телевизор, кресло с журнальным столиком, достаточно просторная рабочая зона, мини-бар, который, кстати, включен в цену номера, и есть также скромный чайный уголок. А вот что не так-то просто найти в других отелях, так это фантастический вид на знаменитый небоскреб Маханакон, самое высокое здание в Бангкоке. Локация бьет все рекорды фотогеничности. Вы можете найти подтверждение этим словам в моем инстаграме. Этажом ниже, кстати, есть такие же комнаты, которые имеют собственный балкон и 2 джакузи. Сейчас они, к сожалению, закрыты. Еще одно обстоятельство в пользу этого номера – шикарная ванна. Она достаточно просторная и удобная. Здесь большое зеркало, в том числе и макияжное. На месте полный набор средств гигиены. Было бы странно, если бы было иначе. Очень мощный фен. Меня это прям порадовало. Обычно фены в отелях дуют как последний путь, а здесь прям от души. Гардероб в данном случае тоже вынесен в ванную комнату. Он просторный, внутри есть сейф, гладильная доска с утюгом и опять на совесть. Видно, что агрегат серьезный.
Много вешалок, что весьма предусмотрительно. Вообще, с позиции бытовых задач подход основательный. Комната практичная, и это хорошо. Здесь у нас прозрачная душевая кабинка и снова с потрясным видом. На окно, кстати, есть жалюзи. Можно закрыть, если вам кажется, что за вами следят. Туалетная зона тоже выделена в отдельную кабинку. Ну и, конечно же, потрясающая ванная, в которую я тут же погрузился под ночные виды любимого города. Доброе утро, дорогие друзья! Я проснулся, а это значит, что настало время завтрака. Завтрак в отеле – это мое любимейшее мероприятие, я его просто обожаю, но, признаться, от завтрака в этом отеле сейчас я сильно многого не ожидал, потому что рестораны закрыты и предстояла доставка в номер. Но вчера у них в ресторане я заказывал клаб-сэндвич, точно так же с доставкой в номер, и подача меня приятно удивила. Поэтому ожидания к завтраку немножечко выросли. Зря, как оказалось, потому что получил я в итоге примерно то, чего я ожидал изначально. Хорошо, но скромно. В общем-то, на выбор предлагают два варианта. Это континентальный завтрак, либо американский. Я выбрал второй вариант, и у меня на столе следующее. Два напитка, горячий латте и ананасовый сок, выпечка, фрукты и яичница с беконом и овощами. Хорошо, как я уже сказал, но скромно. Однако смотрю я в окно, дорогие друзья, и вот под соусом такого вида любой завтрак становится в несколько раз вкуснее. Приятного всем аппетита! Завтрак приносят в подносе, что очень удобно, можно устойчиво поставить на кровать. Все было очень вкусно, но хотелось бы больше разнообразия. Хотя разница в цене номера с завтраком и без составляет всего 100 бат, ну и доплатить эту разницу однозначно стоит. Одним из самых интригующих мест в этом отеле для меня был руфтоп-бар и бассейн в одном лице под названием Оказа. Я просто обожаю руфтопы, готов часами сидеть и глазеть на очертания города. И этот бар давненько был в моем списке к посещению. Он очень бюджетный, ну сами посудите, там почти любой напиток в меню стоит в районе 200 бат. Жаль, что нет возможности оценить атмосферу этого места. В таком виде, конечно, выводы какие-то делать сложно. Эх, какая досада, что нельзя сейчас туда окунуться. Бассейны тоже закрыты приказом правительства. Это огромное разочарование. Но могу с уверенностью сказать, что бассейн потрясающий. Единственное, что дерево, которым здесь все вокруг отделано, выглядит слегка уставшим. Но я думаю, что к открытию здесь наведут порядок и будет душевно. Помимо всего прочего, здесь есть дополнительный специальный балкончик для фотосессии с видом на небоскреб Махнакон. И я вам скажу, друзья, что трудно придумать точку для фото с ним, которая бы переплюнула эту. Ну а у нас с вами осталась последняя локация, которую я хочу показать. Это по сути единственный полноценный в отеле ресторан под названием Элемент. Нам, кстати, очень повезло, что здесь вообще пускают на бассейн или в ресторан. Я прозвонил много отелей в Бангкоке перед тем, как остановиться в Амара, и все монотонно повторяют одно и то же, мол, sorry, Mr. Cannot, government, бла-бла-бла.
Надо отдать должное местному персоналу за то, что они идут навстречу гостям и пытаются выполнить любой запрос. В общем, сервис мне тут очень понравился. Что же до самого ресторана, то интерьер, как и везде в отеле, здесь тоже весьма стандартный. Отмечу, что снаружи картинка несколько меняется. Наверняка здесь в обычное время включается расслабляющая музычка, подсветка, и было бы приятно посидеть, скоротать вечерок. Что до меню, то оно достаточно разнообразно. Есть блюда тайской, сингапурской и европейской кухни. Я себе заказывал клаб-сэндвич, и мне очень понравилось. Цены в самом ресторане, кстати, не слишком высокие, а порции огромные. Ну что ж, дорогие друзья, настало время обеда. В отеле есть один полноценный ресторан, называется он «Элемент», я вам его только что показал. Но кушать внутри, конечно же, сейчас нельзя в связи с локдауном, поэтому еду нужно заказывать в номер. Сильно меня это обстоятельство не расстроило, потому что вид в номере у меня гораздо лучше, чем в ресторане. Вот, поэтому я себе хотел вообще заказать блины. Те, кто меня давно смотрит, знают, что блины — это моя любимая еда. На завтрак их не давали. Для меня приехать в отель и не попробовать блины — это прям вот преступление. Но мне сказали, что блинов заказать нельзя. Почему? Вопрос очень интересный. В качестве альтернативы я заказал такой салат. Называется омара. Салат от шефа. Здесь у меня сыр, овощи, яйцо вареное, креветки, свинина, курица. В общем, вполне достаточно для меня, чтобы наесться. Подается с соусом. Вот такая еда у меня сегодня на обед. Давайте его будем распаковывать и пробовать. В принципе, я не очень расстроился, что блинов не оказалось, потому что салат очень вкусный, мне нравится. Ну, наверное, вселенная сказала, что хватит тебе жрать всякую нездоровую пищу. Я чудесно отдохнул в этом отеле, несмотря на все ковидные ограничения. И могу сказать, что это отличное предложение за свои деньги. Не без недочетов, конечно, но впечатления остались только положительные. Ну а покуда в отеле мы с вами насиделись, приглашаю в путешествие по окрестностям Бангкока с посещением впечатляющего храма дракона. Подписывайтесь на мой канал и до скорых встреч!